Всем привет! Это канал Неместный, и с вами Константин. Аделина. И сегодня мы вам анонсируем новый формат выпуска. Это новая рубрика «Новости Батуми». В этой рубрике мы расскажем вам, что произошло, например, за последний месяц-два. Мы будем такие кусочки, отрывки временные брать и рассказывать самые главные события. И мы очень просим вас поддержать этот выпуск, написать, насколько вам интересен именно такой формат, какие темы вам хотелось бы, чтобы мы осветили. Быть может, вы знаете какие-то новости прям масштабные, которые вдруг прошли мимо нас. Пишите нам в комментариях. Благодаря вам мы узнаем, что именно интересно. В этом выпуске мы расскажем вам, что в Грузии наконец-то появился интернет 5G. Расскажем об увеличении полетов из Кутаиси в Арабские Эмираты, а также из России в Грузию. Расскажем то, что в Грузии появился первый маркетплейс, даже целых два, Озон и Wildberries. Daily – магазин, который просто захватывает Батуми. Поделимся с вами происшествиями в Батуми. Это отключение электроэнергии, газоснабжения и даже землетрясения. И поделимся очень приятной новостью – победой Грузии в детском Евровидении. Первая новость про появление интернета 5G в Грузии. Это супер новость, которой я лично очень порадовался, потому что мы знаем, что такое 5G интернет. Это высокоскоростной интернет, очень классный. Мы пользовались и радовались этим интернетом, например, в Арабских Эмиратах, в Дубае, также в Таиланде. Выиграл тендер оператора Макти, и он тут же сразу же ввел в эксплуатацию интернет. Появился он примерно пару недель назад. Ну, что скажем, мы пробовали, тестировали, да, очень круто. Единственное, что где не было покрытия сети оператора, там так и продолжает глючить интернет. Но там, где он был, где покрытие очень хорошее, скорость реально возросла в несколько раз. Ну и замер скорости. Давайте замерим скорость в Старом бульваре. У нас, напоминаю, Макти, сотовый оператор. О, смотрите, сразу улетел, сразу за гигабит улетел. Это скорость на загрузку, скачивание точнее. Это в мегабит в секунду. 1100 даже, ничего себе. Пинг 19, тоже неплохой. А вот на выгрузку тоже очень неплохо, как мы видим. Ну да, вот результат. 1140 мегабит в секунду на скачивание, а на загрузку 100 мегабит в секунду. Это просто фантастика. Это 5G. Следующая новость – это увеличение количества рейсов из Кутаиси в Арабские Эмираты. Выполняют эти рейсы лоукостеры Wizz Air, и теперь их будет больше и чаще. На самом деле новость о том, что вот власти Грузии продолжают сезон, который уже закончился, туристический. Казалось бы, сейчас время уже не туристическое, но благодаря тому, что увеличивают полеты, вот в частности, увеличили еще полеты, точнее, сделали прямые рейсы из минеральных вод в Тбилиси в конце октября. И вот в начале октября 2024 года до прямые рейсы до Батуми. Но это здорово, потому что, мало того, они не только сокращают рейсы, да, еще увеличивают их. Напоминаю, что прямые рейсы лоукостеров – это какой азимут? Wizz Air. Российский Red Wings. Red Wings, да. Они вот, в общем-то, до сих пор летают из Батуми, например, в Казань и обратно, из Батуми в Уфу, Самару, Сочи. Здорово, что их не убирают, просто немножко, кажется, пореже стали летать. Но в целом туристический поток благодаря этим рейсам сохраняется. Это очень круто, это очень удобно. Вот. И в целом то, что Грузия продвигает туристический сезон, туристическую линию, по-моему, это круто. Мы, может быть, тоже запланируем поездку, перелет в Арабские Эмираты, например, в Дубай. Напишите, пожалуйста, комментарии, если вам интересно увидеть выпуски из Дубая. Например, вот слетать там, на несколько дней, показать, что там есть. Если вам это интересно, напишите обязательно, мы что-нибудь придумаем, возможно, в ближайшее время. Немного расскажем про погоду. Этот выпуск снимается в ноябре, в конце ноября. И вы знаете, сегодня именно очень теплый день, плюс 20 градусов. Смотрите, как видите, солнце, вообще залито все солнцем.
Круто, ветер есть такой, но не холодный. Вот я приоделся в жилетку, но в принципе можно и без нее, можно только в одной толстовке. Таких дней, правда, будет немного, 2-3, потом снова дожди. Да, дожди в ноябре, очень много дождей в Батуми. Но в целом погода приятная, если дожди убрать. Если убрать дожди. Вот Константин так хорошо рассказывает вам. На самом деле вот такой вот день солнечный, плюс 20, вообще первый, наверное, с конца октября. Просто дожди льют, температура воздуха не поднимается выше 13-14. Да, в какие-то отдельные дни. Один день 16, один день 17. Вот сегодня впервые аж 20 На градусов. следующей неделе уже будет Опять дожди. похолодание. Да. Плюс 9 днем, плюс 6, что ли, ночью. Ну, такая вот зимняя погода уже в ноябре. Вообще этот ноябрь довольно холодный. Да, ноябрь, конец октября, дождливый, холодный. Ну, Да. как будто зимняя погода. Если так будет зимой, ничего страшного, классно. Это не... Давайте, вот мы всегда снимаем вам выпуски, вот в погоду сухую, конечно же, солнечную, и может сложиться обманчивое впечатление, что в Батуми здесь зимой и осенью вот такая вот погода. Мне кажется, это немного нечестно. И так снимают же все блогеры. Напишите нам в комментариях, хотели бы вы увидеть, какая реально погода бывает в Батуми. Как здесь вообще, если дожди, то какие это дожди, да? Потому что многие могут представить просто такой крапающий дождик совсем чуть-чуть. Батуми — город солнца. Вы видите? Ни одного облачка нет. Да, если интересно, напишите, мы вам снимем выпуск про дождь. Как здесь бывает. Ну, довольно мрачно, но почему бы и нет. Иногда мы сидим прям вот несколько дней подряд дома, выбираясь просто в магазин из-за того, что весь день льет дождь. Зонт, кстати, не спасает. В конце ноября прошли парламентские выборы в Грузии. По данным ЦИК, победу одержала партия «Грузинская мечта», которая действующая уже у власти. Но оппозиционные партии не согласны с этим решением и, соответственно, проводят митинги со своими сторонниками. А вы знали, что в Грузии наконец-то появились маркетплейсы, целых два даже? Это Озон и Wildberries. Озон появился довольно давно уже, но ничего хорошего, там очень длительная доставка, она причем платная. А Wildberries, кажется, бесплатная доставка, и при получении оплаты, то есть довольно хорошо, но только-только развивается, кажется, только один пункт в Батуми и два в Тбилиси. Ты что можешь сказать на эту тему? Я могу сказать, что я не представляю, как можно вообще жить без маркетплейсов. Это настолько удобно. Поэтому мы очень рады, что заработают. Может быть, конечно, не заработают, но очень надеемся, что все это заработает. И что, наконец, будет выбор у людей купить какие-то вещи, не выходя из дома, заказать, и где конкуренция, где хорошие цены, где большой выбор. Ну, круто. Но важно сказать, что работает это сейчас в таком, ну, как нам кажется, ограниченном формате. И одно из ограничений – это возможность выбрать пункт выдачи через приложение Wildberries, но в этом случае у вас должно быть либо гражданство Грузии, либо вид на жительство. Опять это временно, я думаю. Временно, да. А через грузинский сайт вы можете уже без прописки, даже любой человек может это выбрать, оформить. Цены, скорее всего, пока выше, ну, понятно почему. Ну, я думаю, что если здесь откроется много складов логистических, дорожек, со временем цены упадут. Да, Amazon здесь есть, в Батуми, в Грузии. Ну, да? Вы же понимаете, как это работает? Да, Amazon можно заказать... Нет, он не прямой, он через Штаты заказ. Ну, вы понимаете, что это очень долго, это очень сложно, там, пока разберешься. Ну, совсем не тот вариант. А вот маркетплейс, чтобы из вашего города прям со склада привезли вещь на следующий день, либо там 2-3 дня максимум, ну, это просто красота. Классно, да. Нам понравилось, мы активно пользовались в Таиланде, вот все время, в котором мы жили, мы тоже очень активно пользовались местным маркетплейсом. Вам привозят товар, вы можете его отменить, то есть отправить обратно, это все бесплатно. Возврат, ну, в общем, да. очень Если круто. что-то не подошло, представляете, вот вещи. Вообще без проблем вы возвращаете. И это классно, Это большой шаг Грузии вперед в сторону улучшения комфорта для граждан. Молодцы тоже. Точно. Еще одна новость для тех, кто живет в Грузии, для тех, кто живет в Батуми. Мы, например, сами, покупая продукты, часто сейчас посещаем магазины рядом, и очень много стало магазинов Daily.
Как оказалось, это очень крупный ритейлер, и он выкупает теперь вообще площади такие, как Магнити. Это теперь тоже будет Дейли. Более того, он стал владельцем магазинов Spar, а Spar в Грузии — это мини-маркет у дома. Они расположены вообще практически через дом, и туда ходят просто купить что-то вот такое вот мелкое. Но теперь везде будут также магазины Daily. Они открываются просто с бешеной скоростью, вырастают как грибы после дождя. Казалось бы, такая маленькая новость, да, ну подумаешь, там кто-то кого-то выкупил. Но, да, очень много стало этих магазинов, я вот тоже заметил. И, наверное, эта новость цена, как в дальнейшем, это очень важный будет ключевой, наверное, игрок на рынке продуктов Daily. Возможно, скоро будет больше даже, чем Spar, ну, посмотрим. Но магазин такой хороший, очень классно у них. Цветовая гамма мне нравится. Хорошо было бы, если с появлением большого количества магазинов у них сохранился контроль, вот этот сохранился за качеством, за ассортиментом, потому что, как правило, когда переходит в количество, может ухудшаться качество. Посмотрим. Следующая новость о происшествиях в Батуми. А их очень много было в ноябре. Например, неплановое отключение, во-первых, электроэнергии. Во-вторых, какая-то там была утечка газа, отключали газ в нескольких районах, отключали даже воду, и все это было одновременно. И в дополнение такая изюминка, было землетрясение, 4,5 балла, кажется. Но оно было в Турции, но недалеко от границы с Грузией, недалеко, получается, от Батуми. И ты почувствовала это землетрясение? Нет, я не почувствовала. Я в этот момент находилась в зале на пробежке, на беговой дорожке. И там и так мотает неплохо порой. Я лежал на кровати, и, вы знаете, вот до этого я ни разу не сталкивался с ощущениями, каково это вот землетрясение. И здесь как будто кто-то начал вот рукой так вот двигать кровать. Я немножко так вот поболтыхался в ней, ну, не сильно, конечно, секунды 2, потом был перерыв, потом еще секунды 3. Как будто вот, я не знаю даже с чем это сравнить. Потом я вышел на балкон, я сразу понял, что это какое-то что-то связано с этим. Возможно, смотрю, там все нормально вроде. И только потом, через несколько минут, я увидел новость, что да, в Батуми, оказывается, было землетрясение. И, кстати, многие его заметили, то есть оно было ощутимо. Ну, каких-то серьезных происшествий или там потрясений, или там разрушений, я думаю, не было. Все-таки оно было не такое сильное. Но было заметно, это интересно. А еще недавно был финал Евровидения детского, где Грузия одержала победу. На самом деле это не первая уже победа в детском Евровидении у Грузии, но так или иначе это, я думаю, всем жителям Грузии очень приятно. Да, это тоже событие, почему бы и нет, очень круто. Насколько я помню, песня была посвящена To My Mom, к моей маме. Там была затронута тема иммиграции. Следующая новость, скорее даже не новость, а просто анонс. И ставим вас в курсе событий, что осень – это пора различных фестивалей, каких-то ярмарок в Батуми. Вот, например, сейчас мы подошли к одной кафешке, называется как? Называется Вьетнам-кафе, и именно это кафе участвует в проводимом сейчас в Батуми фестивале супов. Да, мы решили снять выпуск про этот фестиваль. Он скоро будет. Кому интересно, подписывайтесь на наш канал. Я думаю, что будет очень интересно. Столько блюд мы узнали новых и узнаем, продолжаем. Там идея такая, что на 20 лари вы можете взять набор суп плюс что-то еще. Ну, пока нам все, что мы пробовали, очень интересно. Все подробности смотрите в следующем выпуске. Да, также, что у нас еще в Батуми? Вообще, в прошлом году был такой классный фестиваль сбора мандаринов. Вот выпуск, здесь будет ссылочка. А в этом году ближайший фестиваль, который будет проводиться, который уже, кстати, переносили с октября до сегодняшнего дня, просто потому что в Батуми шел сильный дождь на протяжении 8-14 дней, и поэтому фестиваль Гандагана, это фестиваль сельского хозяйства, сельского туризма, будут проводить в ноябре. Фестиваль Гандагана подразумевает перемещение из города в деревни, в поселения, богатые также культурным, национальным наследием Грузии. Раскрывать все карты не будем, если получится, как мы уже сказали, снимем выпуск, поэтому смотрите нас. Это все новости за прошедшие 2 месяца, ну месяц-два примерно.
Снимать ли следующий выпуск зависит только от вас. Напишите, если вам интересно. Мы будем освещать такие основные события Батуми, Грузии в частности. Это будет интересно не только тем, кто живет здесь, но еще и людям, которые хотят сюда приехать. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, пишите комментарии. Нам очень важна ваша реакция.